Невероятные пловцы и умелые строители с очень вспыльчивым нравом. Даже застигнутые врасплох, они способны дать отпор куда более сильным противникам, а их чрезвычайно острые зубы могут обратить в бегство даже крупных копытных. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – Ондатра. Родина Ондатры – Северная Америка, хотя в начале 20 века привезенные зверьки успешно расселились по значительной части Евразии. Внешне грызуны напоминают бобров, однако заметно уступают им в размерах и имеют куда более узкий хвост. При длине тела около 30 см ондатры обычно весят чуть более килограмма. Они превосходно плавают, умело ныряют и могут задерживать дыхание более чем на 15 минут. Эти создания ведут полуводный образ жизни, предпочитая болота и берега рек с обильной растительностью, ведь именно она занимает ключевое место в рационе. Однако животные не прочь разнообразить диету лягушками, рыбой и даже моллюсками, чья прочная защита бесполезна против натиска острых зубов. Удерживая добычу передними лапами, зверек сознанием дела разгрызает замок, открывает створки и поедает хозяина. Ондатры живут небольшими семейными группами, и их настроение во многом зависит от сытости. Если друг к другу животные могут быть вполне доброжелательны, то к чужакам они куда менее терпимы, особенно если дело касается брачного сезона. В этот период стычки между себе подобными бывают особенно жестоки. В пылу сражения конкуренты могут нанести друг другу серьезные травмы, ведь, как и у всех грызунов, у ондатры невероятно острые зубы, растущие всю жизнь. Поэтому во избежание последствий чужак стремительно покидает опасную зону, а хозяин угодий бдительно наблюдает за его отступлением. Расположенные вверху головы глаза позволяют животному оценивать ситуацию во время плавания, однако зрение и слух развиты слабо, и основным органом чувств выступает превосходное обоняние. С учетом размеров у ондатры немало естественных врагов, но это не мешает ей быть абсолютно бесстрашной, и даже настоящие гиганты не заставят зверька свернуть с пути. Но ситуация быстро меняется, когда неподалеку оказывается норка, один из самых страшных врагов грызуна. Предпочитая селиться по берегам водоемов, этот ловкий охотник с легкостью проникает в самые узкие норы. Но если детеныши могут стать легкой добычей, то взрослая особь не собирается сдаваться без боя. Превосходно плавая, ондатра не уступает в мобильности хищнику, и даже будучи схваченной, сильными рывками она успешно вырывается из ловушки. Если же ондатра загнана в угол, она не упускает возможности напасть, что может обернуть противника в бегство. Еще один прием против хищников – полная неподвижность. Затаившись среди растительности, грызун может спокойно дожидаться, пока опасный гость не уберется восвояси. Плавание на мелководье может стать слишком опасным, ведь здесь уйти на спасительную глубину не представляется возможным. И этим может воспользоваться хитрый койот, который не боится замочить шкуру. Но вряд ли хищник ожидал, что такая маленькая цель способна столь яростно давать отпор. Попытки зайти сзади мгновенно пресекаются и даже сопровождаются ответными выпадами. Койот не теряет надежды, но его добыча не уступает в проворстве. К тому же плотный мех наделяет грызуна неплохой защитой от укусов. Наконец, безуспешные атаки изматывают койота, и он отправляется на поиски более сговорчивой мишени. Для рыси такая цель также является привлекательной, однако небольшая проблема может сделать напрасными любые старания. Кажется, эта кошка не собирается сдаваться, но прозрачный лед не поддается когтистой лапе. Удивительно, насколько близкой и одновременно недосягаемой становится ондатра. Лишь благодаря способности задерживать дыхание грызуну удается уйти от преследования, ведь рано или поздно такое занятие надоедает хищнику.
Впрочем, иногда андатра может и прогнать превосходящего в размерах чужака со своих владений, хотя этот енот, судя по всему, не воспринимает противника всерьез. В мирное время особое внимание андатры уделяют чистке собственного меха. С невероятной тщательностью они стряхивают с себя оставшиеся капли, ведь именно густая подпушь защищает тело зверька от попадания в воды. Подобно бобрам, андатры возводят гигантские подводные жилища, и их убежища во многом схожи. Но если первые для строительства используют бревна и ветки, вторые в качестве основного материала предпочитают стебли водных растений. В зависимости от типа водоема, норы становятся не менее актуальным жилищем. Высокий берег реки может скрывать тоннель длиной в несколько метров, вход в который для большей безопасности находится под водой. Весной и осенью одиночки отправляются в дальние путешествия в поисках нового жилища. Однако на суше в непривычной обстановке животные становятся гораздо уязвимее. К тому же здесь их путь может пересекаться с куда более крупными созданиями, и далеко не все из них настроены мирно. Однако подвижные хищники представляют куда большую опасность. Лесная куница заметно превосходит в размерах норку. К тому же на суше она в своей стихии, и такой зверек, как андатра, непременно заинтересует хищницу. Однако невиданная ранее жертва становится слишком агрессивной, и такое поведение сбивает охотницу с толку. Драгоценные секунды не стоит тратить зря, и андатра, оценив ситуацию, спешно меняет направление. Агрессивное поведение часто спасает жизнь зверька, и даже когда на пути встречается лось, андатра спешит показать свой характер. Растительноядный гигант не представляет опасности, но грызун вряд ли об этом догадывается, поэтому он без раздумий нападает первым, обращая противника в бегство. Перед наступлением холодов андатры, как и бобры, делают запасы провизии на зиму. Хотя их плотный мех позволяет плавать даже в ледяной воде. Но именно роскошное одеяние и становится причиной истребления миллионов животных. Несмотря на преследование охотников и обилие хищников, андатры успешно осваивают все новое владение. Они с легкостью приспосабливаются к изменению условий. Причем в южных регионах животные могут приносить потомство до 5 раз в год. Поэтому за счет невероятной плодовитости популяцию можно считать процветающей. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!